Мы уже рассказывали вам о некоторых необыкновенных представителях удивительного грибного царства. Они относились к несъедобным грибам, но их красота и необычность не оставят равнодушным никого. Сегодня хотим продолжить рассказ о не менее великолепных грибах. Млечник голубой встречается в Северной и Центральной Америке, а также в Восточной Азии. Растет на земле в лиственных и в хвойных лесах. Относится к семейству сыроежковые. Отличительной особенностью млечника голубого является голубая окраска, синяя мякоть и синий млечный сок. Гриб съедобен и продается на рынках Мексики, Гватемалы и Китая. Этот необычный гриб принадлежит к семейству веселковых. Встречается в Южной Азии, Африке, Австралии и обоих Америках. Особенность ему придает тонкая ажурная юбочка, которая растет из-под шляпки гриба. В народе его называют дама с вуалью или ситконоска. Шляпка гриба покрыта слизью, содержащей споры. Слизь привлекает мух и других насекомых, которые и распространяют споры. Гриб съедобен, используется в китайской кухне и продается на азиатских рынках. Он богат белками и углеводами, а также обладает антиоксидантными свойствами. Эти светящиеся в ночное время грибы встречаются в лесах Юго-Восточной Азии, Полинезии, Шри-Ланки, Австралии и Бразилии. Называются они миценохлорофос. Живут на отмершей древесине и светятся бледно-зеленым цветом. Максимальное свечение происходит при температуре 27 градусов Цельсия после того, как сформируются плодовые тела и шляпки полностью раскроются, и длится оно 25-40 часов. При 21 градусе Цельсия свечение будет сохраняться в течение 3 дней. Съедобны грибы или нет, неизвестно. Лаковица аметистовая относится к семейству рядовковые, имеет очень необычный лилово-фиолетовый цвет и поэтому получил такое красивое название. Гриб растет на влажных почвах в лесном поясе Европы, Северной, Южной и Центральной Америки. Они появляются в летне-осенний период. Мякоть гриба также лилового цвета, обладает нежным вкусом и приятным запахом. Обычно его добавляют в различные блюда в сочетании с другими грибами. Этот гриб – один из первых весенних грибов. Его еще называют бабушкиным ухом и эльфовой чашей. Растет группами на хорошо освещенных местах, на растительных остатках или гниющей древесине, в лесу, где есть ива, клены, осины. Шляпка бокаловидно-блюдцевидной формы от 1,5 до 5 см в диаметре, с ярко-красным верхом и беловатым шерстистым низом. Ножка 1-2 см высотой. Мякоть плотная, мясистая, приятная на вкус. Саркосцифу употребляют в жареном и тушеном виде, предварительно отварив в подсоленной воде. Этот вид грибов является биологическим индикатором. Растут в местах с благоприятной экологией. Навозник белый или копринус относится к семейству шампиньоновые. Насчитывает порядка 25 видов, большая часть которых несъедобна. Среди съедобных навозник белый, серый и обыкновенный. Гриб вырастает буквально за несколько часов. После созревания спор он саморастворяется. Встретить навозники можно на любых участках с богатой перегноем или навозом почвой. Сорванные до начала окрашивания пластин, они являются чудесным лакомством, а кулинары Франции, Чехии и Финляндии относят молодые белые навозники к деликатесам. Трутовик или трометис разноцветный еще называют хвост индейки. Растет он на мертвой древесине по всему миру. Имеет веерообразные плодовые тела диаметром 8-10 см, собранные в группы. Верхняя часть разделена на зоны разных цветов – белые, серые, синие, желто-коричневые, черные. Гриб используется в традиционной и народной медицине для борьбы с онкологией. Бородатый гриб, ежовик гребенчатый, львиная грива, грибная лапша – это все один и тот же гриб. Выглядит он весьма необычно. Его плодовое тело достигает 20 см в диаметре и состоит из множества мясистых иголочек. Гриб встречается в Северной Америке, Европе и Азии. Растет на живых и мертвых деревьях. Он съедобен и используется в медицине для повышения иммунитета, лечения хронического гастрита, рака пищевода, желудка, лейкемии и многих других заболеваний. В
Китае его выращивают на специальных фермах. Это довольно редкий вид и занесен в Красную книгу многих стран. Грибы-бокальчики относятся к семейству гнездовковые, растут большими группами на опавших веточках и валежнике лиственных и хвойных пород, на гнилушках, навозе, засохших стеблях травянистых растений, реже на почве. Плодовые тела молодых бокальчиков имеют шаровидную форму, сверху покрытую защитной мембраной. По мере созревания плодового тела мембрана лопается, а гриб становится похож больше на бокал или птичье гнездо, на дне которого находятся мешочки со спорами. Во время дождя вода, попадая в бокальчик, разбрасывает споры в разные стороны на расстоянии 1–1,5 метра. В кулинарии эти грибы интереса не представляют. Как же огромен и невероятен мир грибов! По мнению ученых, видов грибов существует столько, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. Многие из них отличаются удивительным и даже аппетитным видом, но будьте предельно осторожны. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.